Так, всем привет. Так, короче, новый день, новые возможности. Так, ну что, пробегаемся. Здесь у нас все открашено, отлачено, все отлично, все классно. Крылья туда в сторону убрал. А, еще открасил амортеры еще, обновил. Ну, они как, они и так хорошие. Вот, я имею в виду, сейчас вот они открашенные. Это. Все классно. Так, принес запчасти, уже начал потихоньку приносить. Так, как я и обещал, у нас это восстановление торпеды. Вот у нас здесь трещина, здесь куска нету, здесь куска нету. И вот здесь вот маленькая трещина. Так, соответственно, как мы это сейчас все будем делать? Вот этот верх, он по идее съемный. Сейчас попробую его снять, соответственно, все отмыть. И будем восстанавливать, скорее всего, это стекловолокном. И полиэфиркой. И потом открашивать текстурной краской. Вот это вот. Так, у нас еще проблемы с бардачком. Вот по бардачку проблема вот такая вот. То бишь здесь пластик типа выгорел почему-то каким-то образом. Вот. Просто если мы сейчас его будем красить тоже, да, то у нас будет, получается, отделяться. Так-то я думал только вот эту верхушку сделать текстуркой, да. Вот, на верхушку мне хватит краски, это все хватит. Вот, а туда не хватит. Блин, так, как же быть-то? Сейчас, короче, покумекаю, подумаю, как это все сейчас сделаем. Так что все. Пару секунд. Короче, надо сейчас разобрать ее. Вот эту снять. Сейчас посмотрим, как что. Сейчас скажу, как она разбирается, если кому это интересно. Вот. Объясню. Ну, скорее всего, вот здесь сзади вот, саморезики. Вот это, скорее всего, вот это все сейчас откручивать, смотреть, как что, потому что большую часть всех резинок, вот, все криво. Как это ставить потом, даже и не знаю. Вот. Ну, чтоб, я имею в виду, попало все четко. Потому что здесь, когда кто-то снимал, все загнул. Ну, сейчас посмотрим, сейчас разберемся. Все, ну и, соответственно, все протянем, чтобы у нас не дребезжало. Это все болтики потом впоследствии протянем. Все, разбираем, смотрим, что как это выглядит и как это разбирается. Погнали. Так, ну что, все, разобрал, раскрутил. Вот, все классно. Вот, торпеда вот так вот выглядит. В принципе, ничего сложного нет, она вся на саморезах прикручивается и изнутри. Для этого надо целиком собрать. Вот. Так, внутри она у нас получается вон металлическая. Так, и здесь еще вот такие вот раз, два и три зажимки. Они вот один вот здесь вот сбоку, вот он зажимчик. Вот здесь вот центральный и там с краю. То бишь, в принципе, ничего сложного нету по снятию. Нет, эту все равно. Вот как они вот так вот сделали, что вот эту даже фигню не снять. Никак ее не снимешь. Вот эту железку. Причем. Вот зачем вот так вот делать, а? Ну, мы уже и так рассверливали. И, кстати, скорее всего, будем, не знаю, сейчас подумаю, как собирать. Скорее всего, собирать ее здесь всю целиком, а потом заносить. Но это тогда надо вот здесь вот руль снимать, вот рулевую колонку, потому что вот он крепление торпеды. Надо подумать, как заносить. Или так же мучиться. Хотя мы, по-моему, особо не мучились, да? Нет. Нет? Ну все, тогда все отлично. Так, сейчас приняли решение. Короче, делаем сначала вот эту вот. И бардачок открашиваю по-любому. А по самой торпеде посмотрим, стоит красить ее или не стоит. Это после откраса это. Да, после отмывки посмотрим. Ее надо отмыть. Как она будет, в каком она будет состоянии. То бишь ничего страшного. Бардачок по-любому красить, он выгоревший. А скорее всего придется ее красить, наверное. Ну да. Ну, короче, ладно, это баллончик еще купим, если нам не хватит этого. Да, будем тогда... ну да, в принципе, тогда можно целиком вот так вот открасить ее. Вот так сейчас она разобрана. Ее отмыть, открасить. Как раз все видно, все удобно, чтобы швы все совпадались. И все. Все, погнали, короче. Так, ну что, все. Получается, вот сейчас отмыл.
Ну, это первоначальное мытье, обезжирил, все в таком состоянии, особо не домывал. Это сейчас, в принципе, не к спеху. Это попозже, это сейчас домою. Так, сейчас получается, что я буду делать? Буду, получается, вот полиэфиркой сейчас здесь все фиксирую, здесь вот эти все места фиксирую полиэфиркой, а потом, соответственно, эти места отшпаклевываю, зашлифовываю и открашиваем. Смотрим, что получается. Будет вообще, в принципе, бомбически должно быть, потому что соответственно, по бардачку там только краска и все. Текстурная. Именно текстурная. И посмотрим, как здесь получится. Если здесь получается бомбично и там бомбично, значит, соответственно, мы еще и придется еще и торпеду бомбически открашивать. Да, по-моему, получится весь пластик придется открашивать. Ну, сейчас посмотрим, как получится результат. Какой результат, интересно. Сейчас, пару секунд, посмотрим, что получится с эпоксидкой. Так, ну что, вот. Полиэфиркой залил. Здесь залил. Сейчас уже все подсохло. Все, скотч убрал. Лишний скотч. Сейчас вот по максимуму ее подрезал. Полиэфирку сейчас орбиталку возьму. Орбиталкой тирану. Вот эти излишки. Чтобы снять. Да, излишки надо снять. И все. И будем, получается, отшпаклевывать это все. Ну, может быть, еще раз и прольем полиэфиркой. Сейчас посмотрим. Сейчас надо тирануть и посмотреть, что получится. Сейчас посмотрим, что. Так, что у нас получается? Сейчас вот еще полиэфиркой пропитал. Вот, потому что, ну, грубо говоря, отошло чуть-чуть в некоторых местах. Ну, не то, что отошло, а вот залил, где не дозалилась она. Вот. Сейчас все отсыхается. Опять орбиталочкой пройдусь. Вот, потому что я орбиталкой прошелся. Вот так вот. Пройдусь орбиталкой еще раз. И нанесу шпаклевку для бамперов. Она как раз эластичная, подвижная. Это. И в принципе все. И открашу вместе с бардачком. Вот. А это мы приняли решение. Скорее всего, здесь будет крем-краска. То бишь такая. Как вот одни ребята делали тоже. Будем применять этот же метод. Крем-краска. Ну, сначала это все вымыть. Соответственно, надо вымыть весь пластик. Вот. И крем-краска будет, да, до постановки будет все крем-краской обрабатываться. Она как раз вся отсохнет. Весь пластик будет так проходиться. Потом ставим и наносим полироль. Еще. Ну, для восстановления цвета. Чтобы она была единая. И все. Ну, грубо говоря, даже, ну да, полироль с чернителем такая. Она как раз чернит, чтобы была однотонная. Один цвет, чтобы был. Потому что как здесь вот получится, тоже непонятно какой цвет. Но процесс идет. Все. Так что такие дела. Потому что вот здесь вот надо пошпаклевать. Это. Сейчас она подсохнет. Как раз шлифануть ее. Шкурка вся убьется на этом. И потом останется ее, да, зашпаклевать. Пока будет шпаклевка сохнуть, буду вымывать, значит, вот этот вот пластик. Все, погнали наши городские. Так, ну что, все. Сейчас вот прошелся еще раз орбиталкой, 120 шкуркой. Сейчас обезжирил все. В принципе, почти все хорошо. Все, наносим шпаклевку. Мешаем шпаклевку, наносим шпаклевку на эти места. Пока она будет отсыхать, я как раз дообработаю днище, вот это все. Допылю то, что где нужно, там под днищу. И, соответственно, начну запылять внутрянку. Нужно пропылить. Все, погнали, наши городские. Внутрянку я имею в виду, что это понятно, где пороги, шмоги, я не знаю, сейчас пропылю, не пропылю. Но факт в том, что лонжероны, вот главное запылить сзади, чтобы можно было крышку бампер собирать, вот эту заднюю часть. Опылим. Что еще опылим? Двери внутри, пока они все оголено, пока ничего там не стоит.
Двери внутри обработаем, пока вот они все висят. Соответственно, капот, все скрытые полости вот эти вот пропылим. Излишки мы, соответственно, это все снимем. То бишь нам все отверстия, вот это вот все там внутри желательно запылить, чтобы это все затекло. Так что все классно. Все, погнали. Лишнее мы все потом это уберем. Так, ну что? Так, бардачок вот отшлифовал. Вывел все по нему. Вот здесь все отшпаклевано, все выведено. Все. Все, сейчас наносим, соответственно, праймер. Сначала вот на эти две детали наносим праймер и наносим текстурную краску. И смотрим, какой будет результат. И если результат будет слишком хороший и краска сохнет там 2 часа, получается это завтра, потому что завтра же мы едем как раз закупать запчастями. И если слишком все хорошо будет, чересчур хорошо, и краска покажет себя слишком хорошо, то скорее всего я тогда буду красить все. Не крем-краску покупать, а именно структурную краску, все по максимуму замотовывать, проходиться праймером, это. Но это посмотрим, это сейчас все зависит от этого покрытия, как что это даст. Еще у нас большой плюс, мы прошли внутренние крылья, вот, и то тоже крыло обработано. Вот это самое плачевное было, вот это крыло, самое дырявое, все в гнили, все в рже. Сейчас, по-моему, по нему даже и не скажешь, что оно было гнилое какое-то, все в дырках, это и это. Сейчас визуально все классно, все красиво. Так, по днищу тоже прошелся еще дополнительный слой, ушло 2 баллона мастики, вот как на 2 крыла. И на днище ушло основное, там все пролил. Основное это то, что подвергается у нас большей части песочки и тому подобное, то что битью, чирканью, вот. Так, не курим. А кто это у нас? А кто это у нас здесь? У нас здесь владелец 2114. Как ее назвать? Проклятая машина, да? Или безнадега, или как? Вечная машина. Короче, так, продолжение. По поводу торпеды мы продолжаем. Так, кому интересно, если кому интересно, опять же, мы сделали уже, вот крылья отставили, капот отрегулировали, поставили эти, как там их, стеклоочистители, короче. Крышку багажника поставили, амортеры умерли. Я их покрасил, и они умерли, сдохли, короче. Вот. Так, замок. Это у нас от калины. Замок от калины. Вот он так вот выглядит. Короче, в принципе, в интернете это все есть. Нечего заморачиваться. Но ничего сложного. Забыли, единственное, проводку тянули. Забыли провод под этот электромагнитный замок пихнуть проводку. Так, по торпеде что у нас? Короче, опять изменения я внес коррективу. В итоге у нас здесь теперь вся лицевая часть отгрунтована и открашена, все отсыхается. Вот, короче, получается у нас здесь все вот в таком цвете. На самом деле, если честно, визуально передать это невозможно на самом деле. Вот, это у нас вот центральная консоль. Она тоже была покоцана, полностью разобрана. Здесь есть косячки. Вот, косяки по ней видны. Есть. Но на этом фоне этого ни хрена ничего не видно на самом деле. Так, ну чё, продолжение, мать мучения. Так, погнали. Морда собрана. Ну, почти, кроме дверей. Так, торпеда у нас. Все, стоит, все классно. Вот она, обновленная торпеда. Вот она. Шух. Вообще, супер. Стоит мертво. Так, вот сюда вот будет еще, вот, этот зазор будет перекрываться. Будем делать это попозже. Вот. Торпеда жестко вся стоит, все классно, все отлично. Сейчас
выставлять всю проводку, это подключение и тестить всю электрику надо будет. Так, под двери тоже все выведено. Вот она вся проводочка. По той стороне то же самое. Здесь клаксоны. А, еще по потолку надо будет потолочные светильники нам выставить, соответственно. Вот. Как, чего и что почем. Хотя бы их просто здесь тупо подвесить, посмотреть, как они работают, не работают. Это раз. Так, здесь уже стоят бесшумные замки, но это их надо только отрегулировать. Так, что там, по крышке багажника, понятно, этот электромоторчик от Калины. Короче, все отлично, все классно. Так, короче, новый день, новые проблемы. Так, по этой стороне у нас получается все собрано, все отлично, все классно. Готовим под полировку. Так, ну это потом уберется, конечно, это я просто достал, потому что в итоге купили новые повторители, потому что вот это старый повторитель. Вот он так вот выглядит. Ужасно, ужасно, ужасно. Я не удержался, короче, плюнул на это все. Так как машина у нас почти новая, вот, купили вот такие повторители. Две большие разницы. Так, возникла другая проблема. Вот. Короче, я не смог найти значок. Вот. Я сейчас его помыл. Вот. Самара. Потому что Ладу я нашел, купил. Вот. А это Самара. То бишь, это устанавливается на крышке багажника. Получается, у нас вот здесь вот идет Лада. Это, не обращаем внимания, это все будет это делаться. Это лак, потеки лака. Здесь стоит Лада. Здесь Самара. Вот. В чем косяк, подвох. То бишь, Самара это родная эмблема. Вот. Самару я не могу найти. И Ладу я нашел. Вот. Ну, это в моей ситуации. В вашей ситуации может быть проще. Просто есть эмблема. У меня есть краска для суппортов, соответственно, серебрянка. Серебряная. Соответственно, сейчас вот эту тоже ладовскую будем тоже зачищать. Проходиться праймером. Открашивать все сначала серебрянкой, а потом перекрывать черным цветом. Да. И будет, наверное, классно. Сейчас я посмотрю, как у меня получится. Может быть, у меня получится. Если у меня получится... можно проще сделать, да. Можно наложить, соответственно, малярный скотч. Его как можно плотнее прижать ко всему, потому что сейчас Самара сохнет. Как можно плотнее прижать его, шлифануть. Можно наложить праймер, потому что пластик надо красить через праймер. Если его без праймера красить, вся краска, какая бы ни была бы, все равно отвалится. Ну или праймер краска, которая есть содержание этого праймера. То бишь специальная краска. Вот. Так что сейчас покумекаю, посмотрим, что получится. Ой, дурдом. Так, а так процесс идет. Проблема у меня еще с пепельницей задней, потому что на нее крышки нету. Соответственно, у нас вот она, вот эта центральная консоль идет. Вот она пепельница. Вот это проблема. Но чья эта машина будет, он уже, наверное, купил ее. Так, это вот пороги у нас на ту сторону, на правую. И плюс вот эта гора пластика, вот этот салонный пластик. Это все будет тоже сейчас открашиваться все. Ой, короче, дурдом. Времени мало. Зеркала тоже будут открашиваться. Тоже. Они будут в черном цвете. Не структурной, а акриловой краской будут открашиваться, акрилом. Просто акрилом без лака. Ну там, в принципе, краска, вроде как мы ее тестили. С краской все нормально. Вот я такую вот в баллончике вот применяю вот такую краску, если кому интересно. В принципе, нормальная, достойная краска. Ей даже можно диски, если что, покрасить это. А пластик, если кому опять же интересно, я вот использую вот этот вот. Такую вот краску. Но плюс еще использую праймер. Вот. Грунт для пластика. Активатор от Гельсии. Вот.
То бишь сначала его наношу, а потом уже открашиваю. Любой пластик, без разницы какой бы ни был бы, все равно я через этот праймер наношу, потому что на нем как раз видно все косяки, и он очень хорошо, он в скрытые полости запыляется. Он жиже, чем краска, чем жиже, чем лак наносится. То бишь его опылом наносишь, и все, и потом открашиваешь. Шикарно, шикарно. Все, погнали, посмотрим результат, что у нас получится вот с этими вещами. Мне интересно, вот просто вот на расстоянии, вот Лада светится, Самара почти не видно. Вот бюджетный вариант, есть остатки краски. Сейчас попробую. И Лада тоже это все одним цветом будем проходиться, чтобы не выделялось, потому что это два значка, они должны в одном цвете быть. Так что такая фигня. Все. Дальше погнали. У нас стоят локеры. Барабаны открасил. Локеры стоят и впереди тоже. Все классно. Они под брызговички с брызговиками уже стоят. Все отлично. Так, дальше. По проводке. Здесь я уже все накидал. Здесь осталось только правильно подключить, потому что здесь мененный замок. Не родной, не оригинальный. Вот. Кнопочки вот накинул, чтобы выставлять стекла. Это все динамики прикручены уже. По той стороне тоже все прикручено. Все, проводка вся, дверная проводка вся сделана. Вот, все. Остается только вот по салону вот это все раскидать. Здесь вот это вот по крыше. Крышечную проводку тоже буду убирать. Все красиво делать, чтобы ничего не гремело. Блин. Не дребезжала там дверь в обработке, а кнопка летит туда. Так, ну чё, все, погнали. Дальше гоним. Пластик весь отмыл. Короче, здесь вот это вообще вот хороший, в принципе. Вот. Здесь он, там цвета нету, там цвета нету, там цвет пропал. Здесь вообще его нету, он белый стал. Короче, пластик какой-то непонятный. Его сейчас еще надо обжечь еще, потому что ворсинки это. Сейчас его весь быстро пройдусь, обожгу. И все, и мы наносим праймер. Вот задние крышки, точнее, ну вот это на жопе. Так, получается, козырек вот этот, который больной у нас был, почти отмылся. На нем еще есть косяки. Попробую китайской химией его сделать, если получится. Если получится, то получится. Нет, значит нет. Так, дальше у нас вот здесь вот все вот так вот исцарапано, все изуродовано. Вот, то бишь вот эти вот все места, чтобы сейчас классно все открасить, нужно обжечь. Обжигаем, соответственно, обжигаю быстро горелкой, прохожусь так, не феном, а горелкой, потому что все равно это открашивать. Вот, то бишь, если где-то что-то подпалишь, это ничего страшного в данной ситуации. Но пройти его надо весь обжечь, пластик в этом плане. Вот. И, соответственно, все. Как вам? Пластик. Ну понятно, это не домыто. Ну, кстати, на камеру не так смотрится. Вот. Весь пластик открашен. Это зеркала, они у нас, соответственно, открашены в глянец. О, все, рука пострадала. Забыл одеть перчатку, думал, что обойдусь. Нет, не получилось. Так, короче, здесь все, проблема с пластиком решена. Пластик досыхает, все классно. Дальше по моторке у нас мы поменяем, поставим все-таки новую катушку зажигания. У нас есть еще новая катушка зажигания. Там стоит сейчас старая. Поставим новую, купим еще свечи новые, блин. Потому что, по-моему, свечи... Я вот не помню, свечи не меняли. Короче, купим нахрен новые свечи. Все новое опять поставим туда. Короче, машина вообще золотая получается. Сейчас только вот ее отдать вот владельцу. И все. Машина уже в полном минусе. В полном минусе вообще. Вот просто уже все за свой счет. Все за свой счет уже делается. Новый день, новые проблемы. Ля-ля-ля. Так, короче, магнитола у нас рабочая. Диски работают. Это. Вчера приезжал
будущий владелец, короче, хотел уехать, но не уехал. Так, погнали. Сейчас по двигателю еще выявили причину. У нас нету давления масла. Давление масла, точнее, есть. Датчик не работает. Короче, он вот здесь вот не звонится, это родной. Вот купили новый датчик. Потом датчик уровня масла глючит. Купили новый, потому что прозвонили. Он глючит, подглючивает. А, еще это новый датчик, система охлаждения. Вот, почему? Потому что он тоже весь сгнил. Вот, так, дальше у нас салон, есть салон, у нас вот такая вот красота. Та-дам! Сейчас подсветочку включу. Вот, у нас такая красота. Ну, это сейчас вот, это, вот, я уже собираю здесь всю электричку, вот это. Сиденье уже вот в новых чехлах, новая полка, ручки, это, стеклоподъемники все работают, колонки все работают, машина на сигналке. Вот, ну просто она работает через центральный замок. Крышка багажника тоже, вот, все отлично, все классно, вот, все на спойлере, щеточки, все стоит, все классно, то бишь закрывается отлично, раз, все, закрылось, открывается только с кнопки, вот, либо надо подойти, кнопку нажать, я это отключил, аккумулятор скинуть, потому что сейчас в основном пользуюсь аккумулятором, это. Вот, а так вот она, кнопка нажимается, вот она, раз, или там я сделал вот так вот, раз, сиденье, грубо говоря, откидывается, и вот он тросик, раз, и все, и крышка багажника открыта. То бишь все легко и просто. Так, дальше, сиденья у нас вот тоже стоят, это старая акустическая, она вся убита. Так, соответственно, что, вот у меня приборка, сейчас приборку делал. Вот. Сейчас все ее собираю, помою как раз, а то она грязненькая. Сиденье, соответственно. Ну, это владелец натягивал чехлы. Как натянул, так натянул. Что теперь делать? Вот. Чехлы говно, конечно. Говно чехлы. Так, все, остается только сиденье поставить. А, еще вот подлокотничек. Ой, тут такой бардак, короче, в гараже, вот просто срать. Вчера это все кулибничали. Вот здесь такая красота. Тун-тун-тун. Вот кнопочка, я еще хочу сделать. Потому что бортовой компьютер, он, соответственно, все двери видит, а багажник открыт, не открыт, он не видит, соответственно. Надо сделать, чтобы была кнопочка, чтобы, если что, если вдруг багажник не дозакрылся, открылся, это. Потому что компьютер теперь работает. Да, на самом деле нужно завязку в проводке делать. Короче, если компьютер не работает, проблема вся действительно в замке зажигания. Просто плюс надо дополнительно накинуть. Вот она получается, нет. Вот она фишка. Вот. И получается, куда я накидывал-то? Я накидывал, а я уже замотал тут. Вот. Серо-голубой какой-то. Если честно, уже не помню, на какой провод я запитался. Вот, по-моему, вот на этот коричневый, что ли, вот он. Вот этот вот. Третий, получается. Ну, короче, в принципе, это в интернете есть, и это не проблема. Плюс просто постоянно кинуть, и все, и он работает отлично. Даже когда двери закрываешь, раз, сигнализирует. Тын-тын-тын-тын, двери закрыты или открыты даже без замка. Дверь открываешь, он сигнализирует. Вот. Все, стекла у нас все стоят, все отлично. Осталось, конечно, это еще помыть все. Ну, пластик, кстати, шикарно. Так, саморезики, вот сейчас вот надо вот перекрутить по пластику там вот. Он не везде зафиксирован. Это же у нас новые порожки, все остальное старое. Старое, и все смотрится обалденно, вот черный. Вот потолок. Плафон у нас этот нерабочий, оказывается. Так, эти козырьки старые. Зеркало стоит, все стоит, руль стоит. Так что все классно, все работает. Вся электричка по салону, все восстановлено. И еще вся проводка здесь на акустику штатная, она в штате. Она отвалялась, но была не подключена. Она где-то там в проводке просто была скручена. И все. Я не знаю, почему ее не подключали. Я подключил все на штатную проводку. Осталось только вот проводочки вот там подсобрать. Вот это вот все кученько. А так здесь все вот стоит на штатной проводке.
То бишь колонки на штатной проводке. То бишь очень все классно работает, все отлично, все шикарно. Не знаю, но мне нравится. Все, погнали, короче. Последний день, наверное, жизни этой машины у нас. Машину всю собрали, короче, вот по двигателю, поменяли провода все таковые, силовые здесь еще. Сейчас моем инжектор, форсунки промываем точнее. Здесь у нас проблема в чем? Поменял еще лямбду зонд, потому что ошибка начала тоже выскакивать. Поменял датчик уровня антифриза, поменял датчик давления масла, потому что он тоже накинулся. Поменял датчик давления уровня масла. Короче, тут уже тьма тьмущая. Сейчас еще что-то надо. Еще лягушку поменять, короче, потому что уже все, владелец приезжал, как я говорил. Так, здесь по салону у нас все красиво, все вот так вот, все это. Осталось только просто протереть, кузов полирнуть. Так, суть в чем? Донести информацию. Кстати, вот полочка. Это попозже, через пару секунд будет это поподробнее, как это все, это она будет намалевана. Короче, по поводу мойки инжектора. Вот, приспособа, ну, всеми известная, соответственно, да, под давлением. Через фильтр это подключается. Суть в чем? Короче, здесь стоит вот этот клапан на топливной рампе возврата. Вот этот вот. Вот два варианта. Либо он, как он получается, он перепускает. То бишь он не слишком быстро сбрасывает давление. Два варианта. Либо сейчас эта проблема в нем, потому что сейчас мы его заглушили. Мы даем давление насосом или воздухом, даем давление 2,5 атмосферы. 2,5 атмосферы. Двигатель у нас работает очень ровно. Ну, правда, это не бензин, а лавр. Но суть-то не в этом. Суть в другом. Глушить как систему здесь, если кому интересно. Идея батек додумался, я уже тут обпсиховался весь, короче, вот это у нас подача, вот, а вот это возвратка, то бишь, если ее не отсоединить от топливного насоса, то, соответственно, все в бак зальется и все. Соответственно, батек подумал, говорит, давай этот старый топливный фильтр, потому что мы новый поставили, возьмем, заглушим его и накрутим, потому что он подходит сюда. И все, вот мы накрутили, и у нас все классно. У нас осталось очень мало лавра для оставшейся промывки. Сейчас у нас машина отстаивается, насыщается, там размокая, раскисает это все. Ну, давление держится. Опа! Все, собрал все. Единственное, вот только ошибка горит. Это датчик уровня масла. Вроде победил, но опять загорелся. То горит, то не горит. Короче, с маслом все нормально по уровню. Не знаю, в чем проблема, да и хрен с ней. Сейчас еду отдавать владельцу. Сейчас засниму, как она выглядит. Так что все классно. Ну просто отлично. Вот уже сколько? 73 километра на ней проехал. Вообще шикарно. Полет нормальный, ни одной ошибки. Еще вот лямбду зонд поменяли. Да хрена чего. Сейчас попозже, сейчас через пару секунд будет, покажу, как она с улицы смотрится. Ну слегка грязная. Так, ну что, вот она все. Вот такая вот. Хоп-хоп-хоп. Так, она грязная у нас. Вот он салон. Не знаю, хорошо ли видно или нет. Вот, раз, чехольчики, это. И сзади он все. Полочка, фиголочка. Короче, все классно, все работает, все отлично, все новое. Все. Подписываемся, ставим лайки. Впереди много чего еще интересного. Все, пока. Вот. Свершилось чудо.